Здравствуйте, вы на канале Мир это просто, меня зовут Алексей Борода. У нас новая передача, называется «Отражение-открытый вопрос». Что будет? Буду обсуждать разные вопросы с вами, от вас жду комментариев, от специалистов по какой-то теме жду конкретного объяснения для того, да, я это и затеял. Сегодня в выпуске, в первом выпуске, чего у нас будет? Первый момент. Жилье на квартиры в Самаре в России улетело куда-то в космос. Второй момент. Как купить в ипотеку новую Ладу Весту? Третий момент. Хочу Харли Дэвидсон, но не знаю, где взять 6 миллионов. Начнем. В этой передаче я буду поднимать разные вопросы, на которые ответы я не знаю. И надеюсь на то, что вот вы меня сейчас смотрите. Может быть, вы экономист, может быть, вы там в чем-то разбираетесь, да, конкретно. То есть сегодня мы будем разбираться, да, с ценообразованием. Вернее, это будет открытый вопрос ценообразования. Я вам буду давать статистику, цифры, и мы просто немножечко будем рассуждать и с чем-то сравнивать. Я не специалист в экономике, еще раз подчеркну. Далее, я стопроцентный патриот своей страны. То есть эта передача не направлена ни в коем случае ни на какой-то негатив. Нет. Мы, как настоящие, мы с вами, как настоящие патриоты, обязаны вскрывать нарывы и работать над этим делом. Потому как, к сожалению, в 1991 году величайшая страна планеты рухнула. И вот мне так кажется отчасти из-за того, что умалчивалось, скрывалось. Я маленький был, я точно не знаю, опять же, я не специалист. Но мне кажется, что мы обязаны, как настоящие патриоты, не додакать там вперед, ура, у нас все хорошо. Нет, у нас действительно нормально. Мы обожаем свою страну, у нас замечательная природа, люди изумительные. Но есть вещи, на которые мы обязаны, как общественность, обратить внимание и разобраться. Да? Мне, вам, нам вместе. Надеюсь, у нас сейчас будут экономисты смотреть. И, кстати, если хотите, пожалуйста, мы можем в этой студии, после этого выпуска вы напишитесь, добавьтесь, да, там ко мне. Встретимся, вместе обсудим ряд вопросов, да, я думаю, людям это будет очень интересно, потому что мы вот обычные люди, да, я вот там, Дима, там, друзья мои, вот, мы вообще не в курсе вот того, что сейчас будет. Ну, просто вот, у меня есть подозрения, но я их даже озвучивать не буду, потому что, ну, я дилетант в этом вопросе. Начнем выпуск. Значит, первый момент. Цены на жилье в Самарской области, как и, наверное, во всей России, улетели куда-то далеко в космос. Ну, туда, примерно, где у Илона Маска летает его там Тесла вокруг Марса. Значит, цифры пошли, да. В данный момент мы берем двухкомнатную квартиру в Самаре, в нормальном районе, да, ну, вообще тут сложно сказать, у нас какой-то элитный, что ли, район, не знаю, где-то есть они там в городе, ну, что на них равняться. Вот мы с вами обычные граждане нашей великой страны. Пожалуйста. Мы берем среднестатистическую двухкомнатную квартиру в новостройке. Ну, вот мы там молодая, например, семья, да, там у нас 2 ребенка. Мы хотим вот квартиру в новостройке. Цена 7 миллионов рублей. Ребят, еще раз медленно. Квартира в Самаре, двухкомнатная, примерно там 65-75 метров, 7 миллионов рублей в новостройке. То есть без ремонта. Давайте я вас дальше шокирую. 7 миллионов рублей на данный момент в 2022 году – это 100 тысяч долларов. Почему я сейчас сравниваю с валютой наших врагов? Ну, не будем говорить, да, уже можно это говорить прямо и открыто. Это наш прямой конкретный враг. Тут важное отступление. Во-первых, если враг сильный, то его надо уважать. И второй момент. Мы же можем что-то хорошее брать, а что-то плохое не брать. Ну, мир не только черный и белый, да? Потому что там великая цивилизация, у нас великая цивилизация. Ну, можно же что-то как-то это брать. Для чего я с ними сравниваю? Сейчас поймете, почему я взял валюту, да, в долларах, но она, во-первых, всем понятна. Во-вторых, средняя зарплата в Самаре 650 долларов в месяц. Ну, 45-46 тысяч рублей.
на наши деньги. Ну, в долларах звучит страшнее. Для этого я это взял. То есть квартира стоит 100 тысяч долларов, а средняя зарплата в месяц гражданина нашего, да, вот, 650 долларов. Это сколько лет? Я все посчитал. Это 13 лет. Нормально, да? То есть, чтобы купить квартиру за 7 миллионов рублей, в данный момент гражданин должен проработать 13 лет. Не кушать, не одеваться, вообще ничего не делать, заморозиться, просто работать, и вот 13 лет на это уйдет. Семья из 2 человек, например, оба работают, то на одну зарплату мы живем, да, опять не беря кредитов, естественно, зачем они нам? У нас же много денег, и машину мы просто пошли и купили. Ну, опять, давайте дальше, ладно, все по порядку. Дальше. Почему опять я взял американскую валюту? Вот есть штат Флорида. Флорида, не знаю, как правильно, там, ребят, напишите в комментариях, кто там знает, как правильно, на какой слог ударения. Тоже красивый, как Самара, тоже не центр, да, это не Вашингтон, как у нас, это не Москва, Самара. То есть это просто вот красивая такая вот, ну, провинция. Значит, я посмотрел, опять сейчас здесь пойдут картинки, квартиру во Флориде можно купить за 250-300 тысяч долларов. Мы сейчас не будем сравнивать природу, там океан, не океан. У нас в Самаре очень красиво, вообще реально очень красиво, но не хуже, чем во Флориде точно. Не будем. Мы сравним доход. Доход во Флориде средний составляет 82 тысячи долларов. Да, 82 тысячи долларов в год. Вот. А квартира, еще раз, стоит 250 тысяч долларов. Ну, 300 пускай, понятно. Работают, опять же, да, 2 человека. Ну, там женщины, я посмотрел статистику, они зарабатывают чуть меньше, мужчины там чуть больше. Ладно, округлим. Ну, 130 тысяч пускай будет в год. Семья зарабатывает. То есть ей надо 2 года, чтобы купить квартиру. Вот у меня открытый вопрос. Это я не осуждаю нас, я хочу разобраться, я не понимаю. Как вот обычный просто гражданин России, да, то есть у меня режиссерское образование, я не экономист никоим образом. Мне интересно просто, ну почему так получилось, да, то есть это не осуждение, а именно вопрос, я не понимаю. Почему у нас такая дорогая земля? То есть земля в Самаре доходит там за 30 соток до $1 000 000. Ребят, еще раз, давайте пока не в рублях, а в долларах. Земля в Самаре доходит за 30 соток до $1 000 000. Да, это ну, условно под коммерческую недвижимость. В Самаре есть квартиры в элитном жилье, которые стоят 900 тысяч долларов. Еще раз, в Самаре есть квартиры, которые стоят 900 тысяч долларов со средним заработком, да, по области 650 долларов в месяц. Это очень важный момент. То есть мы должны понимать, да, когда мы слышим в рублях, я вот раньше сам не задумывался, да, пока не решил эту передачу снять, ну типа, ну 60 миллионов, ну много, да, то есть это, ну как это потрогать, это много. Ну там 7 миллионов, да, за квартиру, ну такой типа, ты же не можешь дальше считать там на года, там сколько ты это все выплачивать будешь, ну типа, ну много. А тут просто я решил, думаю, переведу во вражескую валюту, в доллар, и вот что получилось. Опять, это не то, что там хорошо, здесь плохо. Опять, я делаю это, я правда хочу понять. Для этого должны быть какие-то объективные причины. Почему у нас такое дорогое жилье, почему такая дорогая земля. Из чего мы дальше давайте с вами разовьем эту тему. Вот если перевести в соотношение зарплаты к цене квартиры, как, например, во Флориде, то наша квартира, вот эта двухкомнатная, должна стоить примерно 1 600 000. Не в Кошелеве квартиры, да, в Самаре есть такой район, называется Кошелев парк, по-моему, Кошелев проект. Я сам там жил достаточно долго, да, купив сначала однокомнатную, потом взяв чуть-чуть, ну, поменяв на двухкомнатную, взяв ипотеку, потом переехал в город. Ну, у меня не было просто денег сразу купить в городе квартиру, причем, да, там, ну, опять не в новом доме, я живу в панельке. Во Флориде такое жилье, это, ну, хорошее жилье, обычное, вот, ну, как вот у нас вот эти за 7 миллионов. То есть эта квартира за 7 миллионов должна, по идее, стоить вот 1 650 000. Как квартира стоила в Кошеле, двухкомнатная моя, я ее, кстати, продал за столько там.
Купил я чуть дешевле даже. Кстати, огромное спасибо Владимиру Кошелеву. От сердца, правда, спасибо Владимиру Алексеевичу Кошелеву за такую возможность. Потому что если бы не Кошелев, то, ну, типа, я вообще, да и без типа давайте, я не знаю, где бы я покупал квартиру, и там, типа, в ипотеку на 300 лет, наверное, я не знаю. То есть, а благодаря нему я пожил и смог переехать, да, в тот район, где там я примерно раньше жил, ну, плюс-минус. Вот. То есть, если переводить опять на доступное жилье, да, в США стоит вообще других денег, там 70 тысяч, 80 тысяч долларов. Ну, то есть, человек, проработав год условно, если это семья, они могут себе его купить. Ребят, ладно. Дальше ипотеки. Чтобы купить квартиру себе за 7 миллионов в новом доме, вам надо внести первый взнос. Первый взнос, по-моему, ну, условно, от 2 миллионов рублей, который где-то опять надо взять. Если у вас не было наследства, да, там бабушек, дедушек, родителей, которые могут это все помочь обеспечить, я, честно, ребят, я не знаю, где их взять. Если они были, понятно, то есть у вас наследство какое-то, вы внесли этот платеж и взяли себе ипотеку. Ипотеку там на 15-20 лет, это получится по 50 тысяч в месяц. По 50 тысяч в месяц, плюс квартплата в районе 10 тысяч рублей. Плюс у вас дети, например, садик, школа, они кушают, одеваются и так далее. То есть в данный момент по факту получается, что в нашей Самарской области нужно зарабатывать на семью хотя бы 200 тысяч рублей, чтобы хоть как-то жить. Мы уже не говорим про поездки на Дальний Восток, например, я бы с радостью съездил, посмотрел. Камчатку, Байкал, Карелию, Петербург еще раз, да, там съездил. Москва, у нас там столько прекрасных мест в Москве. То есть на это тоже нужны какие-то деньги. И исходя из наших цен, не маленькие деньги. Ну и там в связи, да, с труднодоступностью у нас там, допустим, Сибири нашей тайги, понятно, просто туда просто не доедешь там. Ну и без гида тебя может медведь скушать, если уж на то пошло. Вот как-то так. Я никаких итогов подводить не буду, мы сейчас к машинам перейдем. Это именно открытый вопрос. Товарищи экономисты, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях. Если кто-то хочет прийти в студию, я только за. Добавляйте ссылочки на мой ВК, там, в описании. Мне просто, правда, интересно разобраться, как так вышло, что зарплата вот такая, да, условно, а цены вот такие. И ходим к автомобилям. Мотоцикл я оставил на самое интересное. Значит, Лада Веста, мы не будем говорить, хорошая это машина или плохая, это, ну, наша машина. То есть, да, 4 колеса там, то есть, понятно, это автомобиль, наш отечественный автомобиль. Патриотов, как я, на самом деле в стране очень много. И я бы с радостью, я врать не буду сейчас, в смысле лукавить, это серьезно, я же не шучу. Я бы с радостью ездил на Лада Весте, которая, знаете, вот, ну, хэтчбэк условно, да, вот это вот там кросс, как-то она называется, она прям симпатичная, то есть там движок 1.8 даже, ну, понятно, ну, понятно. Ну, хотя бы дайте 2-2,5, да, коробку автомат дайте, не робот, а автомат. Дайте полный привод, пускай он условный, как там, да, там, в RAV4, как в Соренте, ну, условный, да, ну, чтобы он был. То есть у нас зима, у нас зимние условия. При этом Веста реально красивая, вот эта кросс, которая, да, там беленькая, ну, изумительная. Дисочки подобрал, там, 17, 18, 19 на лето. Ну, пушка, вот серьезно. Цена, ребята, 2 миллиона рублей. Это я взял комплектацию, ну, средненькую. Я не стал там, да, уж прям завышать там вот прям. Вот средняя комплектация 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей это у нас 28,5 тысяч долларов. Залез на сайты, сейчас посмотрите их. Ну, цены, да, там, то есть за эти деньги можно купить Dodge Charger, по-моему, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, значит, мой любимый этот Ford, господи, Explorer. Понятно, что это начальная комплектация, но опять, американцы, если вы не в курсе, краткая история, они очень любят комфорт, ну, особенно вот Explorer, да, это семейный автомобиль, то есть в минимальной комплектации есть на 4 головы больше, чем в Весте в максимальной комплектации. Ну вот просто вот у них такие условия, да, иначе она на рынок просто не попадет, она будет неконкурентоспособная. А доджи различные с кузовками можно купить, да кучу всего.
И у нас Лада Веста. Опять, мы не говорим, это хорошая машина, это плохая. Да? Та американская, наших, скажем так, теперь уже открытых врагов, это наша, родная. Но уровень зарплаты мы ранее обсудили. То есть в 11, я же не подвел, в 11 раз получилось ровно. Зарплата во Флориде выше, чем у нас. А цены на жилье всего в 3 раза больше. Ну вот и считайте. На автомобиль получается та же история. То есть цена такая же на свой отечественный автомобиль. Да? В США это их отечественный автомобиль, и у нас это наш отечественный автомобиль, повторюсь, который реально красивый, вот эта Веста. Ну, зарплата-то в 11 раз. Ну, типа... То есть, по-хорошему, Веста должна стоить, как я всегда и утверждал, вот которую я сейчас сказал, на автомате, на полном условном приводе, с движком хотя бы 2 литра, она должна стоить, ей цена там 750 тысяч, ну 800. Если мы берем относительно наших денег, да? То есть 45 тысяч зарплата, это, условно говоря, 15 зарплат. Плюс-минус. То есть автомобиль, в принципе, куда ни шло, вот новый, если мы говорим. 15, ну 20 зарплат, чтобы вы, да, если вы, например, молодой человек, у вас вы не обременены семьей, да, у вас там зарплатка, пускай 50 тысяч, вы могли спокойно себе по государственной программе эту машину взять в рассрочку, да, там на 5 лет, немножко подкопив изначально летом, может быть, дополнительно грузчиком поработав, там еще где-то, а почему мы с Димой работали и не умерли? И грузчиком, и еще где-то, когда деньги нужны, раз, внес первый взнос, там, допустим, 100, например, да, у тебя осталось там 650 тысяч за 5 лет. Ты все поделил на кредиты, ну, такой, ага, потянул. Машина-то классная. Просто дайте нам, пожалуйста, автомат, дайте нам АВД условное, полный привод. Все. Ну, и движочек хотя бы 2 литра. Там, добавить чуть-чуть, там, по 1,8 уже делают. Все. Ну, и цена. То есть, конечно... Опять, я не делаю никаких выводов, я надеюсь, вы в комментариях напишите, кто разбирается в этой теме, почему у нас такие дорогие автомобили. У меня есть предположения, но я их озвучивать опять же не буду, просто я не специалист в этой отрасли. Вот, ребята, еще один, то есть это второй открытый вопрос, почему у нас такие дорогие автомобили, да, опять же, относительно наших зарплат. Третий момент, я мотоциклист, товарищи у меня многие мотоциклисты. И вот какая интересная штука. Харли Дэвидсон, я записал. Значит, Фэтбой мой любимый, мечтаю об этом мотоцикле, с движком 114. Ну, у них там своя специфика. 114 это не самый большой движок. Стоит 4 миллиона рублей в России. Ну, то есть в ипотеку его надо брать. Road Glide, он мне по росту не подходит, но ребята, кто повыше, прям кайфуют. То есть классная, ну, тачка назовем, да, в таком смысле. Музыка, ну, сейчас посмотрите картинки. Ну, вообще. Стоит, господа, правда, эксклюзивной серии. Эксклюзивной. Такая 4 миллиона 4200, а эксклюзивная 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще раз, ребята, медленно. Мотоцикл Harley Davidson стоит 6 миллионов 500 тысяч рублей. То есть почти 100 тысяч долларов. 3 брата Харли и конструктор Дэвидсон задумывали, кто не в курсе, мотоциклы Харли Дэвидсон как доступные мотоциклы. Как Генри Форд в свое время, да, хотел условно в каждую вторую семью машину Форд, оно так и вышло. Харли Дэвидсоны задумывались как бы они ответ Индиану, условно говоря, были, как доступный мотоцикл. То есть любой рабочий, не инженер, а рабочий человек в США может и мог купить себе Харли Дэвидсон. И до сих пор может. Потому как в Америке Харли Дэвидсон стоит вот этот самый крутой 30 тысяч долларов. То есть у нас почти 100, а там 30. И опять мы вспоминаем уровень зарплат в 11 раз там выше, чем у нас. И Харли Дэвидсон предоставляет там, естественно, бесплатную, беспроцентную, правильно сказать, рассрочку. Честно, по годам не помню, еще полазю, может, тут вставлю сейчас, если найду. А Фэтбой обычный, вот, который мне нравится, стоит там, ну, от 17 до 19 тысяч долларов. У нас, если это 4 миллиона, то есть это где-то 60 тысяч, наверное, да? Да, чуть с небольшим долларов. То есть в 3 раза примерно цена у нас, в 3-3,5 раза цена выше, чем в США, при зарплатах в 11 раз ниже.
Я вот хочу Харли Дэвидсон, да, я не буду скрывать, пусть это мотоцикл наших врагов, но это прекрасный мотоцикл. Это эпоха, это, ну, такой тотем, если хотите, да, это вот условно у любого там мужчины, кто занимается именно мотоциклами, раз в жизни хотя бы должен быть вот Харли Дэвидсон. Вот, ну, нравится он мне, еще с тех фильмов, да, там, с «Терминатора» 2», с великого фильма «Ковбой Мальборо» там и Харли Дэвидсон. Ну, это не просто мотоцикл, как для нас Ява, да, как для нас Иж. Блин, это эпоха целая. Сейчас говорить плохая Ява там или Иш, это просто, ну, мы не имеем на это права, это когда было. То есть это эпоха. Я надеюсь, я когда-то Яву короткокрылку там найду в каком-то, может быть, у дедушки в идеальном состоянии, просто вот для коллекции купить. Ну и Харлей-то тоже хочется купить, понимаете? Я много езжу на мотоцикле, летом каждый день езжу. Хотя я там никакой не байкер, я просто вот, ну, человек, который любит ездить на мотоцикле. Ну как я человек, у которого там дети, семья, который не зарабатывает, значит, в Калифорнии, там, во Флориде даже, пускай в Майами. Каким образом, у меня вопрос, вот, пожалуйста, напишите, вот, ну это что такое, почему на мотоциклы такая цена? Ну, растаможка, наверное, да, там, да, давайте я не буду догадываться. Я вам просто дал цифры, и я, наверное, вместе с вами, вот поверьте, я сейчас испытываю такое же состояние шока. И я уже сколько этим неделю занимаюсь, вот читаю все, выписываю, и у меня просто состояние шока. Вот я по-другому сказать не могу. Понятно, что это все бизнес. Сколько хочет продавец, столько и ставит, да? Ну, захотел вот 100 миллионов долларов. Хочешь бери, хочешь не бери. Понятно. Все это понятно. Ну, блин, как? Ну, они же задумали по-другому мотоцикл. Ну, его, по идее, любой человек должен купить. Ну, проблема в том, да, что мы с вами не в состоянии, даже если бы он стоил у нас 19 тысяч долларов, я бы тоже себе его не смог купить. Ну, просто я, ввиду того, да, что у меня дети там маленькие и семья, я, ну, даже в кредит ты его не возьмешь, потому что это твой бюджет семьи там просто, ну, ополовинит, а то и вообще 70% бюджета будет. Вот такая ситуация сложилась. Пишите, пожалуйста, кто разбирается, очень ждем комментарии. Ребят, единственное скажу, плохие комментарии, пожалуйста, не пишите, я вас всех все равно заблокирую, потому что это, ну, моя передача, я ни от кого никаких спонсорских ничего не получаю, мне все это не нужно, ни хайп никакой, ничего. Я режиссер театра вообще-то, но люблю математику, физику, астрофизику, но в экономике вообще, ну, zero, абсолютная вообще, то есть по нулям. Вот, такая получилась передача, выпуск первый. Повторюсь, кто хочет прийти в студию экономиста и все это нам объяснить на большую аудиторию, пожалуйста, добавляйтесь, спишемся, ряд вопросов обсудим и погнали. Все, вы на канале «Мир – это просто», программа «Отражение», открытый вопрос. Пока-пока.